Всем привет! Сегодня я хочу поговорить немножко на тему нитратов. В последнее время очень актуально, потому что люди очень озаботились своим здоровьем, пытаются выбрать какие-то более-менее полезные продукты, ходят с нитрат-тестером, примеряют к нему всякие фрукты, овощи, оставляют следы. Я бы хотела покончить с этим маразмом, потому что заниматься этим делом не пристало здравомыслящему человеку. Итак, поехали. Насколько вы знаете, не все растения одинаково накапливают нитраты. Арбузы считаются в фаворитах. Арбузы, дыня, капуста, свекла, морковь. В общем, практически все корнеплоды имеют очень большое содержание нитратов, так считается. И вот арбузы и дыни — это рекордсмены по содержанию нитратов. Содержание нитратов в различных частях растения будет разным. Собственно, поэтому человек со своим нитрат-тестером пытается сделать не одно отверстие в фруктах или овощах. К вопросу о нитратах: они содержатся не только в продуктах, но и в почве. Логично. Также все нитраты из почвы вымываются снегом или дождем. То есть весной, летом и осенью эти все нитраты прекрасно попадают в водоемы, а оттуда понятно куда. И поэтому я не понимаю такой озабоченность нитратами в продуктах, когда есть вопросы посерьезнее. Никто не думает о том, какое же говно, простите, используется для роста, ускорения роста продуктов. И непонятно, чем вообще еще напичкано и облиты эти продукты, чтобы ваши зеленые помидоры стали побыстрее красненькими. Ну, как бы нитрат-тестер об этом вам не расскажет. Итак, картинка нитрат-тестера. Вот он, щуп. Этот щуп втыкается в продукт, и человек уже видит на экране типа содержание нитратов в продукте. Погрешность, внимание, составляет плюс-минус 100 единиц. То есть это 1000%. Итак, что же на самом деле замеряет этот нитрат-тестер? Для людей, которые до сих пор еще этого не поняли. Нитрат-тестер — это обычный солимер. Я как-то покупала в начале своего сыроедения ОВП-метр и ТДС-метр. Они замеряют окислительно-восстановительный потенциал жидкости. Ну, в частности, мне нужно было замерить просто, насколько грязная у нас вода из водопровода. Плюс я тогда делала настой из пшеницы и овса, и мне нужно было знать, на какой день окислительно-восстановительный потенциал является отрицательным. Причем, чем больше значение, тем лучше. Собственно, вот мой ОВП-метр, которым я замеряла окислительно-восстановительный потенциал различных жидкостей. Здесь тоже маленький щуп, но он практически не виден глазу. И второй аппарат, который я покупала, это солимер, который стоит в разы дешевле, чем ваш нитрат-тестер. У меня есть видео на канале, можете посмотреть, где я измеряю и жесткость воды и замеряю окислительно-восстановительный потенциал различных жидкостей. Ну, я такой небольшой эксперимент проводила. Поэтому вот эта штука стоит в разы дешевле, на порядок дешевле, если отталкиваться от стоимости вашего нитрат-тестера 6000 с копейками. Нитрат-тестер я не покупала, потому что принцип работы мне понятен был сразу. Люди тратят немаленькие деньги на приобретение этого нитрат-тестера, но по факту это обычный солимер. То есть нитрат-тестер измеряет соли, количество минералов в ваших продуктах. Вот и все. Нитрат-тестер пропускает ток между контактами и меряет просто сопротивление в растворе электролита, будь то овощи или сок какого-либо фрукта. Единственная разница между нитрат-тестером и солимером в том, что в нитрат-тестере уже есть коэффициент поправки. Сам продукт — это коктейль из множества элементов и солей, таких как кальций, калий, магний, и все это, и еще кучу других минералов, и все это содержится в одном продукте. Плюс, как можно измерить один и тот же коэффициент для всех продуктов, которые растут на разных почвах, при разных удобрениях, поливаются абсолютно разной водой, у них разное количество солнечных дней и разная температура выращивания. Каким образом можно внести один коэффициент в поправку для всех продуктов? Потому что это все влияет на состав солей. Невозможно отделить, например, соли калия от нитратов.
Вы понимаете, в чем суть? Почему арбуз считается рекордсменом? Да потому что в нем больше всего воды. 100 граммов арбуза содержится 110 миллиграммов калия. И также на показатель нитротэстера будет влиять и температура продукта во время измерений. То есть сопротивление будет больше при охлаждении, и наоборот. Человек вставляет щуп в разные части продукта, но в разных частях продукта показания прибора будут разные, потому что в продукте разное распределение солей. Поэтому это все развод на дурака. Стоимость этих нитрат-тестеров можете посмотреть в интернете. Насколько я знаю, от 6 тысяч или от 7, сейчас уже цены поднялись, до 17, 20, 25 тысяч. Поэтому, если вам не жалко денег на какой-то дребедень, с которой вы будете выглядеть якобы таким умным и знающим человеком, можете покупать. Только у меня к вам просьба: не нужно портить все фрукты и овощи, когда вы ходите с этим щупом и тыкаете его куда не нужно. Выберите себе один фрукт, тыкните так для развлечения и возьмите уже, купите его, хватит тыкать все в подряд. Потому что когда я прихожу летом в магазины и вижу дырочки во всех дынях и арбузах, знаете, у меня вопрос напрашивается: ну, может быть, вы немножко потыкаете себе в голову просто, прежде чем идти в магазин. Также в Соексе реально не отрицает то, что торгуют солимером. То есть они сами об этом говорят. Поэтому единственный способ реально проверить продукты на нитраты на сегодняшний день — это сдать эти продукты в лабораторию. И все. Поэтому вот этот солимер, с которым вы ходите, вы просто им портите продукты, и вы вводите людей в заблуждение. Прежде чем что-то делать, разберитесь в вопросе, а потом уже выставляйте на всеобщее обозрение и рассуждение. Потому что люди у нас и так паникуют, а когда они видят, что количество нитратов в каком-то банане зашкаливает или в каком-то авокадо зашкаливает, то они просто боятся есть эти продукты. Зачем вы их так пугаете? Вы сначала разберитесь в вопросе, что вы замеряете, а потом выставляйте на всеобщее обозрение. Перестаньте смеяться над людьми и над собой. Будьте немножко посерьезнее. Надеюсь, видео вам было полезно. Ставьте лайк, комментируйте.